Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на реле времени DDC432. Ссылочку на него оставлю в описании. Если заинтересовало, то можете заказать по ссылке. Реле идет в пластиковом корпусе. Передняя лицевая панель идет белого цвета с дисплейчиком, кнопочки для настроек. Контакты идут по бокам с одной и с другой стороны. Здесь у нас контакты для подключения питания и потребителя. Реле питается напряжением от 5 до 30 вольт. И также это же напряжение идет на потребитель. Поэтому потребитель там с другим напряжением, 220 вольт, например, подключать нельзя. Здесь именно идет питание от 5 до 30 вольт. Нагрузку можно подавать до 15 ампер. То есть 30 вольт, 15 ампер это максимальная нагрузка на это реле. А с этой стороны у нас идут контакты для подключения сигнала триггера. Управляется с помощью триггера, то есть мы можем запускать реле, либо останавливать, там в зависимости от выбранной программы. Триггер у нас это напряжение от 3 до 24 вольт. Также в комплекте идут две вот таких заглушечки. Они закрывают наши отверстия, с помощью которых мы затягиваем контакты. И потом эти отверстия закрываются вот такими заглушками, они тоже идут в комплекте. Сейчас я покажу, как оно подключается и настраивается. В качестве потребителя у меня будет вот такая вот лампочка. Это лампа на 12 вольт. Вот от нее идут два провода. И их нужно будет затянуть вот эти клеммы. Двум нижним контактам я подключил потребитель. Здесь подписано плюс-минус. Как правильно подключить? На красный я плюс подключил, на черный минус. И реле у нас управляет минусовым контактом, поэтому плюс запитан постоянно, а минус будет у нас отключаться. Через реле идет у нас минусовой провод. И к этим двум контактам мы подключим питание. Питание у нас оранжевый плюс будет постоянно подаваться. Подаем на вот этот контакт. И GND это у нас минус. Подаем сюда. Подключаем черный провод. Контакты эти затягиваем. А с этой стороны нам нужно подать сигнал триггера. Также у нас будет черный провод, это минус. GND подписан. А желтый провод у меня идет, это плюс через выключатель. То есть мы будем управлять сигналом триггера, включая и выключая его. Подаем на вот этот вот контакт. Он подписан как сигнал. Так, затягиваем все клеммы. И теперь нам нужно будет подать питание. Вот у нас два черных, это минус. Я беру с блока питания, крокодильчиком два минуса подключаю вместе, минус. И красный у нас это плюс, мы подаем сюда питание плюс. Включаем блок питания. Вот у нас загорелся дисплейчик. Пока у нас здесь ничего не настроено. Вот какая-то программа по умолчанию была включена. То есть я подаю сигнал триггера. И у нас загорается на время лампочка. Для начала нам нужно настроить реле с помощью вот этих кнопочек. Для начала у нас идет кнопка стоп. С помощью нее мы можем включать реле. Это реле включено. И если еще раз нажать OFF, когда светится, реле выключено. То есть никакая из выставленных программ выполняться не будет. Если зажать кнопку на несколько секунд, то у нас идет переключение OD. Это когда дисплей постоянно светится. Еще раз зажимаем на несколько секунд. CP. Это у нас дисплей отключится через 5 минут. То есть если реле постоянно работает какая-то программа, то через 5 минут у нас реле отключит дисплей и будет работать, продолжать, но дисплей уже светиться не будет. Чтобы дисплей заново включился, нужно будет нажать какую-нибудь из кнопок, и тогда дисплей включится. Заглушки мы можем вот эти закрыть. Вот так, так как мы провода уже затянули. И вот так у нас будет выглядеть реле с заглушками. Теперь покажу, как оно настраивается. Для того, чтобы в режим настройки зайти, нужно зажать кнопку Set. Загорелась программа P1. И с помощью стрелочек вверх-вниз мы выбираем нужную программу. Сейчас я покажу, как они все работают. Начнем с первой. Выбираем программу 1.1. Нажимаем кнопку Set. Заходим в меню. И здесь мы выбираем время. Время измеряется либо в секундах, как сейчас. У нас точка в крайнем правом положении.
Если мы хотим изменить, например, десятые секунды поставить, 0,6 секунд сейчас стоит, с помощью кнопки «Стоп» вы можете переносить точку. И если вот так, когда у нас 3 точки горит, то значит это время измеряется в минутах. 6 минут время будет. Мы, чтобы не ждать, переставим в секунды опять 6 секунд. И с помощью стрелочек мы выбираем нужное время. От 0 до 999 секунд можно выставить. Выбираем, например, 5. С помощью кнопки Set зажимаем, сохраняем настройки. Вот мы вышли в меню настроек. Режим ожидания сейчас. И с помощью сигнала триггера я включу-выключу подачу питания на триггер. Вот пошел отсчет времени, лампочка включилась. То есть у нас задержка выключения. При подаче сигнала у нас реле включилось на определенное время. Время у нас отсчитало, закончилось время и лампочка выключилась. Мы можем ее еще раз запустить. Вот опять пошел отсчет времени, повторный сигнал. Отсчитала, выключилась. Если во время отсчета времени подавать, убирать сигнал, то ничего не меняется. То есть пока время до конца не выйдет, в программе 1.1 у нас будет гореть лампа. Переходим к программе 1.2, заходим в меню, выбираем программу 1.2. Также в настройках выбираем время нужное, я его оставлю. Сохраняем эти настроечки. Режим ожидания. Лампа не горит. С помощью триггера запускаем. Пошел отсчет времени, так же самое, задержка выключения. Лампа загорелась и будет гореть выставленное время. Но здесь отличается тем, что если мы подаем повторный сигнал триггера, отсчет времени начинается заново, лампа продолжает гореть. И отсчет времени идет заново. То есть мы продляем работу лампы. По истечению времени реле у нас отключилось. Выбираем программу 1.3. Выбираем 1.3, заходим в настройки. Также самое у нас время. Сохраняем. И запускаем реле. Пошел отсчет времени. Работает точно так же. Только если мы подаем повторный сигнал триггера в момент отсчета времени, реле выключается досрочно. То есть лампочка гаснет. Запустили. Пошел отсчет времени. Но можем выключить раньше. Это программа 1.3. То есть они все похожи, но нюанс есть в работе триггера. То ли мы продляем работу, то ли мы отключаем лампу досрочно. Переходим к программе 2. Заходим в меню. Выбираем программу P2. Выставляем время. Здесь у нас появилось второе время. Первое там 5 секунд было выставлено, появилось. Второе время выставляем, например, 4 секунды и сохраняем настройки. Здесь реле работает у нас при подаче питания, либо по сигналу триггера. Мы подали сигнал, пошла задержка включения, потом включилась на определенное время и выключилась. При повторном сигнале у нас заново включается отсчет времени, задержка включения, потом включается реле на определенное время, тоже выставленное. Погорело и выключилось. Если мы выключим питание полностью, отключили, при включении у нас срабатывает реле, то есть нет режима ожидания. Сразу при подаче питания включился этот режим. Отработало реле и затем выключилось. Это у нас вторая программа. Дальше посмотрим, что у нас третья идет. 3.1. Заходим в настройки. Также выбираем время. Первое. Второе время CL. Выбираем, например, 5 секунд. И здесь у нас есть лоб. Это если прочерки оставляем бесконечный режим работы. Либо мы можем выбрать количество повторений. Например, 2 повторения режима работы. Выбрали 2. Посмотрим. Сохранили. Реле у нас включилось на определенное время. Потом пошел отсчет второго таймера в выключенном положении. И заново включилось на определенное время. Время вышло, выключилось. Второй таймер отсчитывается.
И у нас, так как мы выставили 2 повторения, лоб 2, то этот режим сработал 2 раза. Можно выставить бесконечно, то есть он будет включаться, выключаться бесконечно. Либо количество повторений мы задали. Чтобы заново запустить, нам надо либо питание заново полностью подать, либо сигналом триггера мы запускаем с помощью кнопки. И у нас заново 2 раза включится, 2 раза выключится. Это режим у нас 3.1. Заходим в меню настроек, выбираем режим 3.2, он точно такой же, только будет наоборот. Сначала выключено, потом включено. Время я то же самое все оставлю настройки. Сохранили. То есть у нас сначала реле включено, отработало время, потом выключено, потом включится и опять выключится 2 раза, так как количество повторений мы оставили 2. Режим так же само, только в первом случае у нас сначала выключено реле, потом включается, а в этой программе у нас сначала включено реле и затем выключается. Это программа 3.2. Переходим к программе 4. Здесь у нас одно время ОП, например, 6 секунд. И больше никаких настроек нет. Сохранили значение. И здесь у нас работает так. Сейчас я покажу. Отсчитается, выключится. Вот у нас режим ожидания. Ничего не происходит. Мы подаем сигнал на триггер. Подали сигнал. И у нас лампочка включилась и горит. Отсчет времени не идет. Вот у нас горит. Как только мы убираем сигнал с триггера, отключаем питание, идет отсчет времени. И после истечения данного времени у нас выключается лампа. То есть здесь у нас задержка выключения. Если вы хотите, чтобы после отключения сигнала реле проработало некоторое время, то как раз 4-я программа для этого. Вот, лампа горит постоянно, сигнал снимаем с триггера, пошла задержка, и через время реле выключится. Вот так работает данное реле. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.